Здорово, с вами Рейджи. В этом видео я подробно расскажу все об Simulation Room или комната симуляций. Комната симуляций находится в ARK, и награды за стандартный режим обновляются каждый день, тогда как награды в Overclock режиме обновляются раз в 2 недели. Сама по себе симуляция это что-то вроде роуглайт режима. Потеряв персонажа во время забега в симуляции не вернет его в строй в следующем бою, поэтому его нужно будет или резать в специальных комнатах, или заканчивать забег с другим персонажем. Основные получаемые ресурсы с этого режима это скилл и бёрст мануалы, которые используются в прокачке скиллов у Ники. Сначала вам будет доступен только обычный режим симуляции. В нем будет 5 уровней сложности, в каждом по 3 сектора. Чем дальше вы продвигаетесь по сюжету в story моде, тем выше сложности открываются в симуляции. После прохождения 20 главы в сюжете для вас откроется быстрая симуляция, где вам предложат выбрать 3 бафа и сразу кинут на битву с последним боссом. А после прохождения симуляции 5C для вас откроется усложненный формат Overclock Simulation. Начнем с комнат, которые будут вам попадаться во время забегов. Первая комната Normal. Обычная стычка, где нужно дойти до босса и победить его. За прохождение этой комнаты вам дадут один баф из 3 на выбор. Вторая комната Hard. Усложненная стычка, которую нельзя будет пройти моментально через кнопку Quick Battle. В ней также нужно дойти до босса и победить его. За прохождение вам дадут на выбор один из 3 бафов, но лучшего качества. Третья комната ICU. Это комната отдыха, где вам дадут выбрать восстановить здоровье всем живым Ники, не только команде, или воскресить умерших Ники. Количество восстанавливаемого здоровья и количество воскрешений персонажей не константно. Четвертая комната Spec Up. Здесь можно будет сменить форму бафа или улучшить в редкости. И последняя комната Рандом. Зайдя в эту комнату, вас ждет случайный исход, который может быть как положительным, так и отрицательным. Перед последним боссом забега вам всегда дадут выбор между комнатой с отдыхом и комнатой с прокачкой. Теперь про сами бафы. Все они делятся на 3 группы: атакующие, стратегические и выживаемые. У каждого бафа есть своя редкость. R самые обычные, SR мифические, SSR легендарные и Epic самые сильные. Также бафы имеют свою форму, и при одинаковых формах бафы соединяются в цепь, усиливая эффект всех. Максимальный уровень усиления 5. Справа вверху бафа пишется, как он повлияет на ваш Battle Power. И также есть подразделение бафов, на каких персонажей они работают. И здесь деление может быть по мануфактуре, Tetra, Elysian, Missiles, Pilgrim, по типу оружия, SMG, Rocket Launcher, Assault Rifle и так далее. И по классу самих Ники, атакующий, защитный или поддержка. А если нет обозначения, значит баф работает на всех без исключения. На иконку принадлежности можно нажать и посмотреть, на какую группу работает тот или иной баф. Чтобы было нагляднее, возьмем в пример этот скрин. Все 3 бафа SR редкости и формы ромба, поэтому усиляет мою цепь до 5 уровня. Верхний баф работает только для Ники из Elysian. И поскольку у меня есть персонажи Elysian в команде, баф отображается синим цветом. Второй баф работает только на Ники из класса защиты, которых у меня нет в команде, поэтому отображается черным и усиливает Battle Power только за счет усиления цепи бафов на 5 уровень. И третий баф работает на Ники, у которых есть Rocket Launcher и Sniper Rifle. Но в команде у меня имеются только Ники со снайперкой, поэтому только иконка с этим оружием отображается синим цветом. В конце каждого забега вместе с ежедневной наградой вам дадут выбрать, какой из новых бафов вы оставите в Buff Legacy. Эта механика позволяет вам оставлять бафы между забегами, кроме эпик редкости, а сам Buff Legacy обновляется раз в 2 недели вместе с наградой в Overclock режиме. Перейдем к Overclock режиму. Здесь вам нужно до первой комнаты выбрать усложнение на весь забег, от обычного повышения статов противников до специфичных условий на забег. Некоторые усложнения меняются от сезона к сезону. У каждого усложнения есть свой уровень коэффициента, ratio. Чем выше ratio, тем лучше награда в конце. Однако эту награду можно получить только раз в 2 недели. При следующих забегах на то же ratio вам будут давать количество ресурсов, равное обычной 5 симуляции. Однако награды за непройденный уровень ratio все равно можно будет получать. И последняя награда выдается за 25 уровень усложнения. Так что зачищать Overclock выше не имеет никакой практической пользы. Самый менее затратный по времени способ проходить Simulation Room это накопить 8 бафов в Buff Legacy в быстрой симуляции, потом один раз пройти Overclock режим на максимально возможной сложности и оставшиеся дни выполнять быструю симуляцию без сохранения бафов в Buff Legacy. На этом гайд по Simulation Room закончен. Спасибо за просмотр, удачи в крутках!